Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу об отеле RGS Hill, который находится прямо у подножия горнолыжного курорта RGS. Ну что, поехали смотреть. «2209» номер. Номер 2215 оказался открытым, и я решила его показать. Пространство здесь хорошо подготовлено для удобства, и он выглядит достаточно просторным по сравнению с другими номерами. Это двухкомнатный номер. Одна из комнат совсем небольшая, но уединенная и со своей дверью, что является преимуществом. Также в номере одна двухспальная кровать и еще одна небольшая, что делает его удобным для семьи из 4 человек либо друзей. В комнате есть все необходимое: столик, телевизор, чайник, ванная комната, шкаф, а также сейф. Посмотрим номер нашего друга 2201. Он выглядит довольно странно. В нем две небольшие кровати и туалет с ванной в центре комнаты, что нас очень удивило. По метражу номер совсем маленький. В раковине мы заметили грязь. К тому же она крошечная, но в целом здесь есть все необходимое. То вода из душа бежит прямо на пол и может забрызгать унитаз. Вид из окна здесь на обратную сторону отеля, на горы. Также в номере есть батарея, постельная чистая и выглаженная. Длинный узкий коридор, небольшой шкаф и вешалка на стене. Давайте теперь посмотрим на наш номер 2209. Здесь двуспальная кровать и еще одна маленькая. Окно и столик слева. На нем цветочки, журнальчики, рядом ящики и мягкий стул. А также есть ящик в столе и зеркало. Все выглядит уютно. Шторки плотные, пропускают минимум света. Тепло. Вид из номера отеля. RGS Hill. В пешей доступности вход на горнолыжный курорт RGS под названием Текир. Лампа, светильник, стол. Нам какой-то малюсенький номер дали, хотя у нас должен был быть большой номер. Ну, постельно чисто, это радует. Чисто, и тут будет тепло, комфортно. В принципе, ладно. Чистенько. Розеточка. Инспекция кровати. Кровать чистая, выглаженная. Тоже работает. Розетки. Кстати, холодильник толком не работает. Это плохо. Он сказал, сегодня эта вода бесплатна, а со следующие дни вода и кофе, чай платные. Ванна небольшая. В принципе. Ну, вполне себе уютненько. Полотенце есть. Тут все чистенько. Здесь очень вкусно пахнет. Такие вот нюансики, не работающая мусорка. Это у нас багажная лыжная комната. Здесь же люди оставляют чемоданы. Вот мой чемодан, лыжи, наши палки. Сходила, значит, в сауну и сползнулась в хамаме. Массаж здесь стоит 2500 лир за час. Классических ценников нет. В хамаме кто-то покурил, бросил бычок, навоняет сигаретами. Сама по себе сауна очень хорошая. В принципе, если бы не раскрывали двери. Когда я пришла, растопырены были все двери. Есть стендбаф, или как она называется. В общем, с паром. Хамам и сауна, и зона отдыха. В принципе, ну, погреться можно.
Булочки. Только спекли. Омлет. Суджук. Картошка. Кто ест картошку на завтрак? Я не понимаю. Помидорки, огурцы всегда здесь есть. И сыр на выбор. Сегодня, кстати, больше выбор. Серьезно больше. Варенье. И варенье больше уже 3 штуки стоит. Вафельки, печеньки, масло, фрукты, кофе, сахар, сухой завтрак и молоко, и чай с кофе. Хлеб. Мы попробовали заказать еду в отеле. В общем, бургер, кстати, очень вкусный. Он выглядит лучше, чем на горе. И цена у него 250, а на горе 230. Свежак просто. Во всяком случае, бургер свежий. Также в отеле можно взять в аренду снаряжение. Находится прям сразу же у входа у главного справа. Виларенто. Здесь такой огромный выбор одежды в аренду. Это новое или это все аренда? Ботинки. Похоже, и продажа. И продажа перчаток, шапочек. Даже есть, кстати, вон несколько сноубордов в аренду. И ботиночки. Кстати, туда ставят новенькие. Такой же прайс-лист, как и везде, 500 лир. Набор, лыжи, палки и обувь. И сноуборд. Для гостей скидка 20%. Отель Erciyes Hill построен в 4-м. Был реставрирован в 2019 году. Он компактно находится прямо рядом с горой. Вот буквально вот это здание основное. И там внутри за ним вход Текир-гейт. Дойти здесь пешком, без снаряжения очень быстро, буквально там 3-5 минут со снаряжением, минут 7. Туда как бы в горку, обратно с горки. Я выбрала этот отель только потому, что он находится на горе. Мне очень не хотелось ездить до города. Вот. Это отель 3 звезды, он предлагает завтраки и ужины. Мы взяли только завтраки. Питание здесь такое очень скромное. Голодным не уйдешь. Хорошо, что мы не взяли ужины. Проще где-то там перекусить. И, кстати, здесь можно заказывать еду. Цены очень демократичны. Вода в номер дается только 1 раз при заселении. Потом покупаешь. Но цена, допустим, 1,5-литровой бутылки 50 лир. Приборка в номерах каждые 2 дня. Мы не просили, чтобы нас прибирали. В принципе, нам это не нужно было. По запросу могут вам поменять и полотенце, и бумагу принести, и все что угодно. Просто позвонить. На ресепшене работает Джингис. Он, в принципе, очень такой реагирующий на все просьбы. Такие отели здесь, вообще, в принципе, все отели на горе предлагают трансфер, то есть который ездит каждые 15 минут и возит до Текир-гейт. Кстати, я так понимаю, что можно доехать и не только до Текир, можно и до Девили, да, правее, либо Хисарджик, либо Хаджилар. В общем, куда душа пожелает, туда тебя отвезут. То есть это включено, это обалденный сервис, это офигенно, классно. Но есть такая ремарочка. Он сказал, что каждые 15 минут отсюда, туда и так обратно. Мы каждый раз, когда ждали, и 15 минут никто не приезжал, ни там, ни там. Потом мы устали, и 50% времени мы сами ходили пешком. А когда нам было лень, я взяла номер этого Джингиса и просто ему звонила. Говорю, вот мы сейчас через 10 минут будем там вот у Зивры, где у них станция. Место, где забирают гостей отеля Erciyes Hill. И он говорит, окей. И, в принципе, вполне себе точно так же с утра говоришь, там, я сейчас через 15 минут там буду. Все, и трансфер приезжает. Услуга обалденная, если честно. Да, работает не на максимум, но, слава богу, что она есть, скажем спасибо. В принципе, отель хороший, уютный, в номерах достаточно чисто. Да, он не новый, но все классно. Для тройки обалденный. Плюс то, что у горы можно на ночные катания ходить.
Можно раньше возвращаться, если устал, если замерз, быстренько вернуться в номер, взять все, что тебе необходимо. В общем, это супер. Здесь также есть бар, здесь можно и крепкий алкоголь выпить, и чай попить. Чаечек турецкий. У нас заявленный хамам-сауна. Не работали первые 2 дня. Я так поняла, что включают, когда выходные, когда много народу. У отеля своя парковка перед отелем. Ну, в принципе, всегда места есть. Рекомендую ли я этот отель за те деньги, которые мы заплатили? Да. Если это будет 30 тысяч лир за 4 ночи? Нет. Тогда проще жить в городе и ездить. Либо снять какой-то отель, который хороший, у которого тоже есть услуга трансфера. Я желаю всем прекрасного настроения. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на мой канал и делитесь с друзьями. Всего хорошего. До новых встреч.